Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. То XDefiant выйдет, то не выйдет, Ubisoft определись. Вроде как новая попытка определиться предпринята. Релиз назначили на 21 мая. В этот день стартует 6-недельный так называемый предсезонный период. В нем игроков ожидают 5 фракций с уникальными персонажами, 14 карт, 5 игровых режимов и более 2 десятков пушек с различными модулями, которые можно будет кастомизировать. В предсезонье пользователи смогут разблокировать список наград с бета-тестирования, а потом, когда-то там, разработчики запустят первый сезон с дополнительной фракцией, свежей тройкой карты, моделями оружия и 90 уровней Battle Pass'а. Все последующие сезоны будут подрубать каждые 3 месяца. XDefiant выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series. Sins of a Solar Empire 2 выйдет в Steam. Игра была доступна в Epic Games Store еще с 2022. Вместе с появлением в Steam игра получит масштабное обновление, знаменующее выход из раннего доступа. Какие изменения ждут любителей космической 4X стратегии? Раса Advent обзаведется парой новых фракций, появится официальный инструментарий для моддеров, новая озвучка и музыка, обновленный интерфейс, улучшенный искусственный интеллект, который научили активно пользоваться дипломатией, система визуального отображения повреждений на крупных объектах и, наконец, текстовый перевод на русский язык. Полноценный релиз Sins of a Solar Empire 2 состоится этим летом. Есть экшены, в которых ты чувствуешь себя прям-таки титаном, а есть игры, где твой персонаж день прожил и слава богу. Вот за такого нам предлагают играть создатели кооперативного лутер-шутера The Forever Winter. Немного игрового процесса и щепотку атмосферы можно заценить в свежем трейлере. Если вам вдруг покажется, что картинка в ролике местами подвисает, то в общем вам не покажется. Мир игры пережил глобальную экологическую катастрофу, после чего началась война между роботами и человека-машинами. В The Forever Winter мы будем копошиться где-то у них под ногами, стараясь одолевать противников при помощи хитрости и изворотливости. Проект выйдет в Steam когда-нибудь. Total War Pharaoh, которая явилась нам в прошлом году, была встречена без воплей радости, фанфар и всего такого. Публика отреагировала настолько резко, что авторам пришлось даже частично вернуть деньги тем, кто заплатил за игру. И все же оставлять фараона на произвол судьбы Creative Assembly не собирается. Анонсирована крупная обнова, по своему содержанию больше походящая на целый аддон. Она значительно перерабатывает режим кампании, увеличивает карту за счет добавления Месопотамии и Эгейского моря. Список играбельных фракций пополнят Вавилон, Ассирия, Микены и Троя. Появятся новые механики вроде системы династий, которая заставит ваших лидеров умирать и наследовать власть. Месопотамские фракции получат собственные 80 новых юнитов, и еще 70 в игру переправят в переработанном виде из Total War Saga Трой. Наконец, фокус игры сместится с эпохи фараонов на бронзовый век в целом. Поможет ли это поднять рейтинг Total War Pharaoh с 61%, узнаем где-то до конца 2024 года. Состоялся релиз Индики, сюжетного приключения о монашке, одержимой бесами, которая пытается совладать с собой и продраться через переплетение реальности и сюра. При этом действие разворачивается в альтернативной России 19 века. Критики оценили Индику в 77 баллов из 100 и похвалили проект за сеттинг, черный юмор, неожиданные ситуации и философский подтекст. Но в то же время отметили и оборванный финал, линейность и довольно короткую продолжительность. Игру можно пройти всего за 4 часа. А еще чиптюн на фоне России позапрошлого века не всем зашел. Индика доступна в Steam и GOG. На Xbox Series, PlayStation 5, а также в EGS релиз состоится попозже.
Много ли вам известно модификаций, которые созданы самими разработчиками модифицируемых игр? Ну вот, можете добавить к этому списочку дизайнера квестов третьего Ведьмака Филиппа Вебера. Как написал сам Филипп, он является одним из авторов задания «Давным-давно» из DLC «Кровь и вино». Квест отправлял нас в радужную страну сказок. Яркую, светлую, жизнерадостную, но изначально она планировалась совсем не такой. Разработчики хотели показать нам меланхоличную версию классических сказок братьев Гримм «Умирающий лес под закатным солнцем». Этот лес Вебер и воссоздал в своем моде для Ведьмака. Золотое «Давным-давно» доступно на Nexus Mods и совместимо с Next Gen версией Дикой Охоты. Косари. На этот раз награда уходит товарищу Софтику за монументальный блок, посвященный Commandos 2, в котором он и историю реальных командосов поведал, и распотрошил игру на предмет исторических точностей и неточностей, и чем вдохновлялись разработчики, создавая персонажей, все отсылки. Короче, мощно. Вторая награда отходит мсье Кугуюме, на этот раз я запомнил, который вспомнил и составил обзор модификации «Справедливость Нью-Вегаса», кое очень кстати придется на фоне сериала Fallout. Да так расписал, что мне и самому сыграть захотелось. Поздравляю победителей, обратите внимание на личные сообщения на сайте. Предзаказы на коллекционочку ремейка Готики они открыли, а где ж сама Готика? Издающая игру THQ Nordic не растерялась и объявила, что свежие новости по ремейку появятся на собственном шоу компании 2 августа в 22:00 по МСК. Что именно это будут за новости такие, не говорится. Уж пора бы и геймплей показать, совесть-то имейте. А вместе с Готикой обещают что-то и по сиквелу Titan Quest. Ну и еще всякие премьеры, анонсики и даже сюрпризы. До августа можно, конечно, об этом все 100 раз забыть, но мы на Стоп-Гейме вам напомним. Создатели фанатского ремейка Морровинда на движке Скайрима поделились видеоотчетом о проделанной работе. Подробно с основными положениями можете ознакомиться в новости по ссылке, а я пробегусь по верхам. Авторы подготовили почти все необходимые концепт-арты и трехмерные ассеты. Уже воспроизведена система брони из Моры, которая включает 14 элементов вместо 6 скайримовских. Многие регионы полностью завершены и проходят тестирование. Оставшиеся области завершены больше, чем наполовину, но при этом более 1000 локаций, дома, магазины, гробницы и так далее все еще не спроектированы. Продолжается работа над визуальными эффектами. Все диалоги решили адаптировать под модель Скайрима. В целом успешно перенесены 352 задания из 490. 2/3 NPC уже озвучены. Хотя много работы уже проведено, создателям Skywind нужно сделать еще немало, а потому дата выхода все еще не называется. До вечера следующего четверга в ЕГС бесплатно раздают Action Tower Defense про веселую рубку зеленокожих Orcs Must Die 3. Хватайте и летите на всех парах к нам на сайт смотреть заключительный выпуск истории серии The Elder Scrolls от Ивана Лоева, посвященный модификациям. Приятного ознакомления и отличных вам выходных!